Привет, друзья мои! Сегодня вечером с заходом солнца в Израиле будут отмечать Йом-Кипур. Йом-Кипур – судный день, день всепрощения и искупления. 5 праздников называет нам Тора: Песах, Шавуот, Рош ха-Шана, Йом-Кипур и Суккот. Из них Йом-Кипур – судный день, самый важный, суббота-суббот, главный день в году и единственный, в котором в Торе написано не делать ничего, кроме анализа своих действий и поступков. Что же происходит в Йом-Кипур? И да будет это для вас вечным установлением. В 7-й день, 10-й день месяца смиряйте души свои и никакой работы не делайте, ни житель страны, ни пришелец, живущий среди вас. В Йом-Кипур существует 5 основных запретов. Больше суток нельзя есть, нельзя пить, нельзя мыться, нельзя пользоваться кремами, нельзя носить кожаную обувь и, как в шаббат, нельзя исполнять никакую работу. Йом-Кипур – это единственный пост, который прописан в Торе. А еще Йом-Кипур важнее шаббата и, выпадая на шаббат, перечеркивает все законы шаббата. Важно понимать, что Йом-Кипур – это не день траура. Несмотря на такие многочисленные ограничения, на тяжелый и суровый пост, Йом-Кипур – это праздник в еврейском календаре. Как же правильно подготовиться к этому празднику? Перед праздником принято просить прощения у всех, у своих близких, у родных, у коллег на работе за все вольные и невольные обиды, которые вы могли нанести в течение года. И если есть какая-то ссора, то желательно помириться. Утром перед наступлением этого праздника существует такой обычай, называется он капарот. Глава семьи берет петуха для мужчин, курицу для женщин и, делая несколько вращательных таких движений над головой членов семьи, произносит: это замена мне, это вместо меня, это выкуп мой. И вот после этого птицу, которая вобрала в себя все грехи, которые были в течение года, убивают и мясо отдают бедным. Но в наши дни просто отдают деньги на благотворительность или пожертвование. Прямо перед наступлением праздника принято благословлять детей. И каждый родитель, кроме традиционного благословления, может добавить несколько слов от себя, то, что он желает своему ребенку. Ну и обычно на Йом-Кипур одевают белые одежды. Белые одежды – цвет чистоты. И никакой кожаной обуви, запомните это. Примерно за час до захода солнца перед постом устраивают последнюю трапезу. Она называется Сеуда Мафсекет. Разделительная или завершающая трапеза. Чаще всего это плотный ужин, который состоит из супа овощного или куриного. Очень часто подают бульон с крепалах. Крепалах – это традиционные пельмешки. Ну и, конечно же, на столе будет птица или рыба, очень много овощей. В общем, покушать нужно плотно, потому что пост будет длиться почти 25 часов. Как же проходит сам судный день? Вечер судного дня и весь последующий день верующие проводят в молитвах. Молитвы в синагоге вечером начинаются с молитвы Кол Нидрей. Это очень красивая молитва, которая считается символом этого праздника.
Она произносится и поется 3 раза. Это один из самых красивых мотивов еврейской канторской музыки. Если вы обычный светский израильтянин и никогда не ходили в синагогу в течение целого года, то на Йом-Кипур в синагогу ходят почти все, или практически все, для того, чтобы зайти и послушать эту молитву. Она очень красивая. Днем в Йом-Кипур читают поминальную молитву Искор в память об ушедших родителях. Во время этой молитвы в зале остаются лишь те, у кого умер 1 или 2 родителя. Остальные выходят из зала синагоги. В наше время к молитве Искор добавили еще 2 части: поминовение жертв Холокоста и солдат армии обороны Израиля. И закрывающая молитва Нейла. Читается она в самом конце праздника. Считается, что после нее врата милосердия, через которые доходят наши просьбы и молитвы, закрываются. И она, эта молитва, она как последний шанс достучаться до небес. Для того, чтобы провести судный день в рамках еврейских традиций, не обязательно быть религиозным человеком. Начиная с вечера прекращается все движение транспорта. Нет никакого транспорта на дорогах, ни общественного, ни личного. Не работают офисы, магазины, кафе и рестораны. Не работает ни телевидение, ни радио. Не работает даже аэропорт. Вы спросите, и что же все делают? Да просто гуляют. Гуляют по улицам, гуляют по автострадам и катаются на велосипедах. Для детей это самый любимый праздник. В Израиле в шутку даже его называют Днем велосипедиста. Ну что ж, судный день заканчивается, и каждый получает оценку своим деяниям. И от этой оценки будет зависеть, какой год ждет тебя впереди. И я очень хочу для нас и для вас счастливого следующего года. И желаю вам Гмар Хатима Това, хорошей записи в книге жизни. Всем счастливо, всем пока. Bye!